Привет, мои любимые красотки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами парфюмерное видео, которое я вам обещала. Я покажу и расскажу вам о своей коллекции ядов от Dior. У меня сейчас на данный момент в коллекции 6 ароматов, они у меня появились не так давно, но я считаю, что это парфюмерные шедевры. Эти ароматы однозначно достойны нашего внимания, достойны того, чтобы мы о них поговорили. Это вроде бы одна линейка, но все ароматы в ней абсолютно разные. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Начнем мы наш разговор, конечно же, с родоначальника линейки. Это классический Poison или Poison. Кстати, и то, и другое произношение, они верные. Просто это перевод с французского и перевод с английского языка. Этот аромат был выпущен в 1985 году. И к моменту выпуска этого аромата дом Dior переживал не лучшие свои времена. С момента выхода культового аромата Miss Dior прошло уже больше 30 лет, и никакие знаковые новинки у них не выходили. Им хотелось создать что-то кардинально новое, чтобы понравилось женщинам, чтобы их манило. И этим ароматом как раз-таки стал Poison. Poison переводится как яд, это название ему дали из-за того, что этот аромат харизматичный, он тягучий. Кому-то он действительно покажется ядовитым, кому-то он покажется удушающим. Но я считаю, что он невероятно красивый. У меня, конечно же, современная версия того самого флакона винтажного мне не удалось достать, но некоторые говорят, что современная версия очень изменилась, а кто-то говорит, что это практически то же самое. К сожалению, я не могу ничего сказать. Давайте я немножко расскажу еще об этом аромате. Когда он вышел, он просто произвел неизгладимое впечатление на женщин, он мгновенно стал популярным. На рекламную кампанию этого аромата было потрачено более 10 миллионов долларов, но все эти деньги, они вернулись с лихвой. Им пользовались, его любили по всему миру, и его любили настолько, что даже, например, в США он попал в черный список офисного дресс-кода, и на некоторых заведениях даже висели такие таблички «No smoke, no poison». Не потому что он плохой, этот аромат, а потому что он был таким популярным, им многие женщины пользовались, и правда, он такой вечерний, он такой парадный, громкий, и даже если одна женщина, например, придет на какое-то мероприятие в этом аромате, она станет заметной. Но если их будет 20-30, то вы просто представьте, какой аромат будет стоять в воздухе. Также в 1987 году этот аромат получил звание парфюмерного Оскара в номинации «Лучший женский люксовый аромат». Именно из-за популярности этого классического аромата было выпущено столько фланкеров, некоторые из которых даже превзошли популярность вот этого самого первого аромата. Итак, этот аромат вечерний, он парадный, он очень красивый. Это аромат на тему тубероза. Даже здесь не тубероза, а я бы сказала туберозище. Ее здесь очень много, помимо этого здесь есть слива, но это не свежая слива, а вы знаете, как будто бы какая-то подкопченая или поджаренная. Невероятно интересно звучит. Помимо сливы здесь еще есть корица, и я лично ощущаю на старте здесь иланг-иланг, который в пирамиде не заявлен. Я слышала мнение, что он очень винтажный, но я бы не сказала, конечно, здесь есть какие-то винтажные нотки, но это не прям винтаж-винтаж, просто он не повседневный. Не получится, например, пойти в каком-то расслабленном образе, спортивном костюме и этом аромате, потому что это будет просто неуместно. Я считаю, что этот аромат, ему нужно соответствовать, то есть должен быть полностью такой вымеренный образ, это красивое вечернее платье, либо костюм, и в таком случае этот парфюм станет прекрасным дополнением. Тягучий, невероятно красивый, вечерний, не повседневный, а я бы сказала аромат для особых случаев. И следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это Hypnotic Poison, гипнотический яд. Этот аромат был выпущен в 1998 году, он у меня в версии туалетная вода, я познакомилась с ним в парфюмерной воде в Рив-Гоше, и теперь я, наверное, хочу и парфюмерную воду приобрести тоже в свою коллекцию. Они вроде как звучат одинаково, но парфюмерная вода, она более насыщенная,
И миндаль, который есть в парфюмерной воде, он звучит алкогольно, и, наверное, парфюмерная вода еще более привлекательная. Помимо туберозы и сливы, которые есть в классическом аромате, здесь также есть кокос, есть абрикос, горький миндаль, именно горький, и ваниль. И вообще вся композиция в этом аромате, она строится именно вокруг ванили и горького миндаля. Аромат более сладкий и, правда, какой-то такой гипнотический, необычный. Мне он очень нравится в холодное время года, и именно в холодное время года миндаль, который есть в этом аромате, он выдает какие-то алкогольные нотки, работает согревающе, притягательно. Ассоциация — это красная помада, чулки, каблуки, супер женственный и супер красивый аромат. И следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это Pure Poison. Переводится название его как «чистый яд», и я полностью согласна. Вообще цвет флакона и то, что внутри, это полное соответствие. Чистый яд, аромат на тему белых цветов, красивый, пожалуй, самый повседневный из линейки. Вот он будет уместен в любое время года, в любой ситуации, не надоедающий. И, по-моему, он совсем не ядовитый. Здесь жасмин, здесь гордения, апельсиновый цвет, и все это на амбровой подложке. Очень нежный, очень женственный. Ассоциируется у меня с белым летящим платьем и цветами в руках. Если вы боитесь поступаться к линейке Poison от Dior, то я бы советовала начать знакомство именно с этого аромата. Он самый, пожалуй, классический и самый повседневный. Следующий аромат, о котором мы с вами поговорим, это Poison Girl, ядовитая девочка. У меня два аромата и в парфюмерной воде, и в туалетной воде. Сейчас парфюмерную воду я дала маме и оставила себе туалетную. Вообще в некоторых ароматах бывает такая история, что концентрации парфюмерная вода и туалетная вода, они звучат по-разному, но здесь это практически то же самое. Единственная туалетная вода, она звучит чуть более прозрачно и, наверное, чуть более разбавленно. Этот аромат был выпущен в 2016 году, и здесь уже такая кондитерская гурманика. Он очень приятный, пахнет, вы знаете, печеньем, либо же пирожным каким-то, но это, опять же, не банальная гурманика, в нем есть что-то интересное, и такое чувство, что булочки в этом пирожном, они пропитаны коньяком, то есть в нем есть какая-то определенная изюминка. И вот эта изюминка, она не дает аромату скатиться в такую чрезмерно сладкую гурманику. По-моему, он тоже интересен, опять же, будет уместен в холодное время года, будет работать согревающе. Вот, например, Hypnotic Poison, он тоже сладковатый и тоже вроде как гурманский, но в Hypnotic я бы не сказала, что есть ассоциация с кондитерской такой гурманикой. А в Poison Girl здесь уже именно кондитерское направление. Здесь также есть цитрусовые нотки, и вы знаете, это, пожалуй, такой самый юный и самый сладкий из всех ядов, и если он может чем-то убить, так это сладостью. Интересный аромат, планирую его носить зимой. И последний аромат, о котором мы с вами поговорим, к сожалению, он у меня только в формате от Леванта. Я очень хотела купить себе полноразмерный флакон, но сейчас это аромат редкость, аромат снятость, Midnight Poison. Я смотрела его на вторичном рынке, это и Авито, и многие-многие другие площадки. Но, во-первых, цена очень кусается, ценник, правда, ну супер высокий на этот аромат, а во-вторых, непонятно, по-моему, что продают, можно легко нарваться на подделку, потому что в разных объявлениях почему-то флаконы выглядят немножко иначе. В общем, решила брать от Левант пока, потом, конечно же, если мне удастся купить его в формате полноразмерного флакона, я буду невероятно счастлива. И вообще, я присоединяюсь ко всем негодованиям, ко всем людям, которые говорят, зачем сняли этот прекрасный аромат. Он, правда, очень красивый, знаете, какой-то мистический. Здесь есть роза, но, например, как и в случае Эллен Мюглер, там жасмин, и жасмин как с другой планеты. И у меня ощущение, что здесь роза, она тоже с другой планеты. Роза с синими лепестками. Лепестки розы соответствуют цвету флакона.
какой-то, знаете, магический, отстраненный и при этом притягивающий аромат. Помимо розы здесь есть пачули, цитрусы и для меня лично перечная мята. В создании этого аромата принимали участие 3 знаменитейших парфюмера. Это Жак Кавалье, Франсуа Димаши и Оливье Кресп. Он как с другой планеты. Вот очень необычный. Мечтаю о полноразмерном флаконе. И я на самом деле не могу выделить аромат, который бы мне не нравился в этой линейке или который бы мне нравился больше остальных. Вот каждый аромат мне симпатичен, и каждый я считаю особенным. Например, классическая версия, классический Poison, это аромат, который я считаю вечерним, безусловно, красивым, для такой парадной какой-то атмосферы, я бы сказала, даже для званого какого-то светского мероприятия. Гипнотик, он тоже вечерний, но здесь атмосфера уже более расслабленная. Pure Poison — это аромат на каждый день. Мне кажется, что он безумно красиво раскроется весной. И Poison Girl — это такая гурманика, которая будет работать согревающе зимой. И Midnight Poison, конечно, потому что у меня его нет, возможно, он мне кажется особенно симпатичным. Он вроде и вечерний, и в то же время, например, если бы у меня было много этого аромата, то я бы с удовольствием носила его и каждый день. На этом все, мои красотки. Рассказала о ядах от Dior. Рассказывайте в комментариях, знакомы ли вы с этими ароматами, какой из ядов есть у вас, какой ваш самый любимый. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!